Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний рецепт – это, в общем-то, благодарность одной из моих зрительниц, которая напомнила мне об этом рецепте. Это старое, в общем-то, я считаю, что незаслуженно забытое блюдо еврейской кухни, кухни ашкеназийских евреев – варнишкес. С моим «р», конечно, сложно услышать, что я говорю. Название будет, в общем-то, в описании ролика. Итак, что это такое? Да, по сути, это гречка, макароны и грибы. И сейчас мы с вами это приготовим. У меня в холодильнике были остатки макарон. У меня здесь бантики. Вы можете взять любые макароны, которые вам нравятся, которые вы любите, какие есть. Можете специально для этого блюда их отварить. А у меня они уже есть. Итак, кастрюлька на плите. Как я люблю, все как я люблю, прямо в кастрюльке буду обжаривать репчатый лук. Немного масла. Я люблю лук здесь мелко порезанный, поэтому буду резать его мелко. Чуть-чуть масла в кастрюльку и сразу же лук обжариваем там. Никакой дополнительной посуды нам с вами не нужно. В общем, экономные хозяйки, быстро, вкусно, не заморочно. С луком справились, пусть обжаривается. Грибы. На самом деле, понятно, я, находясь в Израиле, ничего кроме шампиньонов в своем распоряжении не имею. Вы можете взять какие-то любые лесные грибы, если у вас они есть, тем более, что сейчас осень, можно и свежих, если нет свежих, можно всегда взять замороженные. Не крупно, не мелко. То есть грибы все-таки должны чувствоваться в этом блюде, поэтому, как нарежете, я пополам и немножко на слайсы нашинкую. Слышите? Уже шкварчит. Будем, конечно же, помешивать. В процессе это делается все очень быстро. Поверьте мне, пока я нашинкую грибы, нарежу грибы, здесь лук мой уже будет готов. Вот смотрите, пока я резала шампиньоны, лучок уже стал практически прозрачным. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит лук. Чуть-чуть начал зажариваться. И отправляю сюда шампиньоны, тоже пережариться. Сразу добавлю сюда щепотку соли. Минуты 3-5 пожарю, чтобы шампиньоны тоже прихватились. Если у вас свежие грибы, лесные грибы, то какие-то подольше жарятся, какие-то побыстрее. Но, в принципе, нам не нужно доводить их до полной готовности. При необходимости, вот, например, как у меня, можно немного добавить масла. В принципе, шампиньоны еще пустят жидкость при ужарке. Такой достаточно быстрый процесс. Я уже промыла стакан гречки. Вы, пока ждете, чтобы жарились шампиньоны, как раз можете этим заняться. Шампиньоны прихватились, стали, где-то уменьшились в объеме раза в 2, а может быть даже в 3. Посмотрите, как их стало мало. И гречка. Все перемешали. Стакан воды, у меня вода горячая из чайника. И что мне осталось сделать? Убрать огонек на минимум. У меня это 90 градусов, вы поставьте на самую маленькую конфорку. Накрыть крышкой и подождать 10-15 минут, пока гречка не приготовится полностью. То есть мы, в принципе, получим рассыпчатую гречневую кашу с грибами. Прошло 10 минут. Посмотрите, моя гречка практически сварилась. Здесь есть чуть-чуть воды, буквально несколько капель. И в этот момент я отправляю сюда
макароны. Пусть они прогреются вместе с гречей и доварятся. Перемешаю. Под крышку и еще 5 минут. Друзья мои, прошло 5 минут. Я выключила плитку. Давайте пробовать. Вот она, гречка с грибами и с макаронами. Казалось бы, дичайшее сочетание, кому в голову придет такое сделать. А вот в свое время ашкеназийским евреям такое в голову пришло. Я 100 лет не готовила это блюдо, 100 лет его не пробовала, кроме моей бабушки никто никогда его не готовил, нигде не встречала. Но вот сегодня для вас я его приготовила, я уверена, что это вкусно. Конечно же, мы это попробуем. Греча, макароны, грибок, все должно быть на одной вилке. Как же это вкусно! Нежнейшие макароны, грибочки, греча со своей особенной структурой. Это реально очень и очень вкусно. Запомните, варнишкес. Блюдо ашкеназийских евреев. Не знаю, кому в голову пришло однажды это придумать, но это реально вкусно. Готовьте, готовьте с удовольствием, радуйте родных, близких, напоминайте мне о старых забытых рецептах. Я с удовольствием сниму их для вас. Всем пока, хорошего дня. Ba ba da ba da ba da ba ba.